Сергиев Посад выделяется среди прочих городов Подмосковья. Он вырос не на месте деревеньки, не вышел из стен крепости. Он появился из шалаша и простых деревянных келей с церковью, оставших впоследствии прародителями Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Монастырь, основанный в XIV веке преподобным Сергием Радонежским, дал название и городу. Сергиев Посад, единственный из подмосковных, входит в Золотое кольцо России и впечатляет совершенно разными моментами. Ему приписывают появление русской матрешки, знаменитой теперь на весь мир, и называют столицей игрушечного царства. Своим вниманием не обделяют его государи, писатели и другие видные лица истории, приезжающие к святыням обителя. Свое впечатление о лавре написал даже француз Дюма «Отец», а Пришвин жил в окрестностях десятки лет, восторгаясь пейзажами. Ежегодно зимой и летом город посещает в несколько раз больше количество туристов и паломников, нежели жителей в нем. Лавра является главной достопримечательностью города, но есть что посмотреть кроме нее. Самой главной достопримечательностью Сергиева Посада слывет Троица Сергиева лавра, первоначально Троицкий монастырь. Его центр во всех смыслах основа появления и существования. Вы наверняка слышали название Троицкая Сергиева лавра. Это один из самых крупных монастырей России. Более 700 лет назад здесь был лесистый холм, на котором, будучи еще совсем юным, выстроил свою келью Сергий Радонежский, сын ростовских и московских бояр Кирилла и Марии, яростно спешащий служить Богу. Он жил по примеру первых святых христианства, а за ним следовали другие. Так появилась целая обитель со своим уставом. Сегодня Троица Сергиева лавра ведет обширную богослужебную деятельность. На ее территории находится несколько важных религиозных святынь. Поклониться им, открыть новое и интересное для себя смогут не только паломники. Почетный титул лавры крупнейший православный мужской монастырь России получил по указу императрицы Елизаветы Петровны в 1744 году. На Руси до этого такой титул имела только Киевско-Печорская лавра в Киеве. Лаврами в переводе с греческого «городская улица», многолюдный монастырь в V-VI веках в Палестине называли монастыри, огражденные стенами от нападений со стороны кочевников. Русские цари неоднократно бывали в лавре в качестве паломников. Иван Грозный был крещен в Троице Сергиевой лавры и не раз отправлялся в паломничество в обитель. Юный Петр I также часто посещал лавру. Императрица Елизавета Петровна ходила в Троице Сергиеву лавру на богомолье пешком из Москвы. Правда, делала она это необычным способом. В день она проходила всего 2-3 версты, чуть больше 2-3 километров, после чего отправлялась в карете обратно во дворец. На следующий день карета привозила ее к тому месту, где она закончила путь, и Елизавета проходила еще несколько верст. Таким образом, путь к лавре занимал несколько месяцев. Троица Сергиева лавра неоднократно подвергалась набегам, поэтому вопрос существования подземных ходов не вызывал сомнения у ученых. Про подземные ходы, которые вели в Ходьковский Покровский монастырь, пустынь Святого Духа, Харклита, Кевсиманские и Черниговские скиты, разговоры ведутся до сих пор. Есть свидетельства, что эти подземные ходы были
были такой ширины и высоты, что проехать по ним можно было чуть ли не на конной тройке. В разных источниках упоминается о том, что подземными ходами пользовались во время Великой Отечественной войны. Неоднократные провалы грунта в окрестностях Лавры, обнажавшие кирпичные кладки, также указывают на существование подземных ходов. Несмотря на многие свидетельства и доказательства, работ по поиску и расчистке не проводилось. Лавры насчитывает около 200 монахов, и их жизнь скрыта от глаз мирян. Братская часть отделена от туристической ограды, на входе стоит дежурный. Новоначальные послушники Лавры живут в общей келье, но в основном у каждого монаха есть отдельная келья. Самому старшему из братьев за 80 лет, самому младшему 25. Примерно 70% помимо семинарии имеют светское образование, среднее специальное или высшее. В монашестве существует своя иерархия: послушник, инок, монах, иродиакон, иеромонах, и переступить какую-то стадию невозможно.